Медицинская статистика утверждает, что в нашей стране лишь 18% страдающих этой болезнью знают, что это за заболевание, и только 8% хоть как-то пытаются с ней бороться. Сегодня мы поговорим о патологии, которую многие, к большому сожалению, считают всего лишь небольшим косметическим недостатком. Варикозное расширение вен на ногах – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Для начала давайте дадим определение этому заболеванию. Варикозным расширением вен на ногах называют хроническую сосудистую патологию, в результате которой развиваются деформации сосудов и недостаточность внутрисосудистых клапанов. Как уже было сказано выше, столкнувшись с проявлением варикозной болезни ног, далеко не все уделяют должное внимание этому недугу, списывая его симптомы на обычную усталость. Между тем, если ничего не предпринимать, варикозная болезнь плавно перетекает в хроническую венозную недостаточность, которая, в свою очередь, влечет за собой серьезные проблемы – трофические язвы, острый венозный тромбоз и тромбофлебит. Давайте рассмотрим, как развивается данное заболевание. Вены на ногах имеют в своей структуре особенные клапаны, которые как бы запирают жидкость между сокращениями, не давая ей возвращаться назад. При неправильной работе этих самых клапанов происходит нарушение тока крови. Она начинает двигаться в венах в обратном направлении, вызывая образование застоев. Спровоцировать неправильную работу клапанов может как деформация венозных стенок, так и малоподвижный образ жизни. В норме сокращение мышц голени и бедер слегка сдавливают сосуды, тем самым обеспечивая движение крови вверх, в малый таз. При ослаблении или расслаблении мышц, гиподинамия, сидячий образ жизни, этот процесс работает недостаточно эффективно. Поступление крови в малый таз замедляется, давление в глубоких сосудах увеличивается, и под его влиянием кровь поступает в поверхностную систему вен. На начальных стадиях патология протекает бессимптомно или выдает себя появлением в виде тонкой сосудистой сетки или сосудистых звездочек сине-фиолетового цвета, хорошо заметных сквозь кожу. Со временем из-за нарушения проницаемости сосудистой стенки и появления препятствий на пути кровотока в поврежденных венах начинают формироваться тромбы, которые постепенно закрывают просвет сосуда. Развивается тромбофлебит, воспаление сосуда. Нарушается кровоснабжение прилежащих тканей, которое приводит к омертвению участков кожи и образованию трофических язв. Что же вызывает расширение вен? Основными причинами появления варикоза вен являются следующие факторы: наследственность, ношение подолгу обуви на высоком каблуке, гормональные перестройки, в особенности у женщин в период беременности и климакса, возраст. Расширение вен на ногах чаще встречается после 45 лет, но бывает в 25 и моложе. Неправильный образ жизни, малоподвижность, стоячее положение на рабочем месте, большие нагрузки на ноги, например, у спортсменов, избыточный вес, травмы и компрессия, сдавление нижних конечностей, наличие хронических воспалительных заболеваний, пиелонефрит, ревматизм и хронические заболевания печени, гепатиты, цирроз. Варикоз на ногах имеет несколько характерных внешних признаков. Первая степень – появляется тонкий сосудистый рисунок, звездочки сине-фиолетового цвета, которые хорошо видны сквозь кожу, но не выдаются над поверхностью. Вторая степень – появляются увеличенные набухшие вены, небольшие узелки. Третья степень – появляются сильно деформированные извитые вены и узлы, которые хорошо видны сквозь кожу и выдаются над поверхностью. Четвертая, пятая, шестая степень – эти степени варикоза отличаются увеличением количества деформированных вен, появлением пятен пигментации, сухости и дерматита, образованием обширных участков некроза и трофических язв. Наиболее часто встречается варикоз в начальной ретикулярной стадии заболевания, когда на ногах становятся едва заметны сеточки просвечивания вен.
Это не приносит никакого дискомфорта, кроме видимого косметического дефекта, но требует мер профилактики, иначе стадия заболевания может стать более поздней, симптомы серьезными, последствия необратимыми. Симптомы, характерные для варикозного расширения вен нижних конечностей: венозные узоры или звездочки на коже, отечность конечности, особенно в конце дня, боль в ногах или по ходу вен при их прощупывании, периодически повторяющиеся судороги, быстрая утомляемость, особенно при пеших прогулках, визуальные проявления вен на поверхности кожного покрова, ощущение тяжести на ногах, жжение в местах поражения вен, мышечный зуд, боль разного характера и ломота, образование извивающихся вен в области голени и стоп, дерматологические изменения кожи, появление сухости, пигментации, потемнения, развитие дерматита, экземы и трофических расстройств в виде незаживающих ран и изъязвлений, уплотнение кожи в местах прогрессирования варикоза, образование гематом. Больных с варикозным расширением вен на ногах лечит и наблюдает врач-флеболог, оперирует ангиохирург. Диагностика варикоза может производиться методом дуплексного сканирования или контрастной венографии. Зачастую этих методов исследования бывает вполне достаточно для определения точной клиники. Однако в определенных случаях прибегают к использованию дополнительных способов диагностики: трехмерной компьютерной томографии, фотоплетизмографии, флебосцинтиграфии, лимфосцинтиграфии. Если оставить болезнь без должного внимания, то в 30% случаев она осложняется развитием венозных кровотечений, дерматита, экземы, тромбофлебита, тромбоза, некроза и трофических язв. Лечение вен без операции возможно, но начинать его нужно на самых ранних стадиях, как только появляются предвестники варикозной болезни: усталость и боли, отеки по вечерам, быстрая утомляемость ног. Только тогда средства, повышающие венозный тонус и укрепляющие сосуды, окажутся эффективны и помогут надолго сохранить красоту и здоровье ног. Лекарственную терапию назначают, начиная со второй степени заболевания. Ее цель – уменьшить вязкость крови и проницаемость сосудистых стенок, улучшить эластичность и регенерацию сосудов, усилить обмен веществ и питание подлежащих тканей, предотвратить образование тромбов и воспалительных процессов, снять неприятные симптомы – боль, тяжесть, зуд. В комплексе с лекарственными таблетированными препаратами используют наружные мази и гели, в состав которых входят увлажняющие, противовоспалительные, улучшающие тонус сосудов вещества. Также хороший результат при лечении варикозного расширения вен на ранних этапах дают такие консервативные методики, как компрессионное лечение при помощи специальных чулочных изделий либо эластичных бинтов, которые следует носить в течение дня, снимая лишь на ночь. Пневматический массаж, который производится при помощи специального аппарата, улучшающего кровообращение. Лечение пиявками. Хирургическое лечение варикоза показано на стадиях, когда заболевание ухудшает качество жизни пациента и угрожает развитием осложнений, или необходима косметическая коррекция недостатка. Сюда относят лазерную коагуляцию, склеротерапию, бескровное удаление расширенных вен путем введения в них склеивающих веществ, флебоэктомию, удаление вен через небольшие разрезы или проколы. После операции на ноги надеваются бинты, которые должны плотно облегать. Уже через некоторое время, 2-4 часа, пациент сможет вставать и передвигаться самостоятельно. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!